В начале ролика у меня есть просьба к подписчикам. Обращаюсь к тем, у кого есть желание и возможность помочь в ремонте, точнее апгрейде моего вышедшего из строя компьютера, для чего я прошу кинуть копейку на карточку или кошельки, опубликованные в описании под видео. У меня накрылась медным тазом видеокарта, полетели какие-то кластеры на жестком диске. Таких видеокарт сейчас уже нет в продаже, соли брать не советуют. Работают восстановленные с ботаферм карты около года, то есть не вариант. Сейчас я работаю на чужом компьютере, а поэтому буду благодарен даже пару сотням рублей. Вы, я думаю, знаете, где мы территориально находимся и какова сейчас у нас ситуация. Поэтому и приходится просить помощи. Хочу выразить огромную благодарность подписчику Льву Заосмановски, который уже откликнулся на мою просьбу. Всем спасибо и смотрите очередной ролик. Доброго всем! Сегодня я расскажу вам одну историю, которая очень часто случается с нашими и не только нашими клиентами. Подобный вопрос довольно часто звучит из уст автовладельцев, когда они сталкиваются с каким-то глобальным ремонтом или обычным капремонтом, при котором нужно заменить втулки клапанов, заменить седла, пусть даже и не все, к примеру, выпускные, или даже всего лишь их часть, заменить клапаны, пусть также заменить не все, но и заменить направляющие втулки клапанов. Сделать полный спектр работ по головке, помимо замены запчастей, то есть почистить, отмыть головку, опрессовать ее, заменить втулки, запрессовать новые седла, порезать эти новые седла относительно втулок, на старых седлах заузать фаски, произвести работу со старыми целыми клапанами, то есть почистить их, восстановить рабочую фаску, притереть к седлам, вывести зону срабатывания компенсатора и в финале отфрезеровать поверхность головки, обмыть ее, обмыть остальные запчасти, пружины, верхние и нижние тарелочки и как результат поставить все новые сальники и собрать все это добро в кучу. Как вы понимаете, объем работ большой и сумма выходит внушительная, особенно в нынешней международной обстановке. Как результат, очень часто я слышу, да и часто вы сами пишете мне в комментариях под видео, что, мол, проще и дешевле купить БУ головку с разборки, поставить ее и поехать. Но не тут-то было. А вот сегодня я вам и покажу пример. Это головка Mazda 626. Я как-то уже показывал в одном из видео проблему этой головки. Здесь также вышла интересная ситуация. Ее, эту головку, отвезли в ремонт в столичное СТО, где мастера, в кавычках, уверили клиента, что они заделали трещину, ту, на которую указал клиент. Причем она была типа одна. Когда я совсем немного почистил ГБЦ, я даже визуально увидел трещины и не одну или две. В общем, смотрим. Это вот та трещина, точнее то место, о котором мастера поведали клиенту и сказали, что, мол, ее якобы заделали. Видим очередную трещину, и трещина совсем не маленькая. Это уже в следующем цилиндре. Да, к слову, забыл, не показал, что в этом же цилиндре, где была начальная трещина, также во второй паре есть что? Блин, да, трещина. И она достаточно огромная. И также видимая. Здесь та же картина. Нагляднее будет, если я отмечу маркером трещины и покажу общий вид головки. Вот эту трещину мы увидели на грязной голове. А когда слегка помыли, правда с химией, я увидел и другие трещины. В итоге их оказалось 2 во втором цилиндре и 2 в третьем.
Отправлю головку в опрессовку. И на минимальном давлении эти трещины, естественно, задурят. Ну что же, общий ремонт по этой головке при просчете составил 17 800 рублей. Хочу сразу отметить, что это цены на октябрь 2021 года, до санкций и СВО. Плюс вдобавок оказалось, что в головке ушатаны постели распредвалов. Валы ГБЦ находятся в отличном состоянии, а вот постели изношены. Этот момент я не снял на видео, ибо не было задумки снимать полноценный ролик. Снимал исключительно для клиента. Суммарный ремонт по головке вместе с ремонтом постелей составил 29 300 рублей. Ну, грубо говоря, 30 тысяч. А в итоге клиент отказался и сказал, что приобретет другую головку БУ с разбором. Естественно, что человека я предупредил о возможных нюансах такого рода приобретения. В 90% случаев, а то и более, такие вот как данный клиент, который хочет выполнить полностью, подчеркиваю, полностью работу по головке, чтобы на длительный срок забыть и ездить на авто, такая покупка чревата залетом на те же деньги или даже более того. Ведь купленную с разборки головку также нужно будет вскрыть. Напомню, клиент просил сделать, как я уже ранее сказал, все по уму, поэтому нужно вскрыть, выполнить дефектовку и при необходимости сделать профилактический ремонт. А ведь кто дает гарантию, что в головке запчасти, сопряжения находятся в нормальном состоянии? В нашем случае клапаны и втулки оказались целыми, чего может не случиться с покупной головкой. Итак, клиент купил головку на разборке в России, уже точно не помню где. По моему совету, ее там опрессовали на месте и видео прислали, показали, что она целая. По почте покупку отправили в Ростов, откуда клиент ее забрал и через границу привез уже ее к нам в цех. Перед вами та самая головка с разборки. Делаю дефектовку. Валы на приобретенной ГБЦ оказались в швах. Шейки потертые, конечно же не все, а только несколько, но уже и этого хватит, чтобы задуматься. Можно было бы оставить такую постель, какова она есть, но сколько она и как она будет ходить, предсказать сложно. Скорее всего, ходить будет плохо и недолго. Клиент, повторюсь, вновь сказал, что ему нужна головка откапитальная, чтобы я типа забыл о ее проблемах как можно надолго. То есть делайте, ребята. Валы в данной головке имеют маркировку впуск и выпуск, не перепутаешь. Толкатели приехали, уже пронумерованы. Они, собственно, также не все были в хорошем состоянии. Кое-какие были продавленные и изношенные. Но из двойного комплекта подобрать можно. Разберу дальше головку, рассухарю клапаны, проверю их состояние и состояние втулок. Рассухариваю традиционно струбцинным рассухаривателем. Для этого предварительно обстучу верхние тарелочки, чтобы ослабить узел крепления сухарик-тарелка. И затем уже приступаю к рассухариванию. Обязательно проверю вылет клапанов. Он составил на впуске 31,7, 31,8. На выпуске как-то странно, но здесь меньше 31,4, 31,5. Как правило, в головках наоборот. На выпуске, как правило, вылет больше. Значит, в этой головке наклоны втулок разные. И вот что настораживает в этой ситуации. Вылет клапанов у этой головки значительно больше, чем у той первой дырявой. Там вылет составил на впуске 31,5, что на 0,3 меньше. И на выпуске вылет составил 31,2, что на те же 0,3 меньше, чем в покупной головке. В одном из следующих видео я покажу на примере этой же головки, как правильно поступить в подобном случае. Как понять, точнее просчитать, какой правильный вылет нужно сделать, если ты не знаешь, каким он должен быть. Смотрите в будущих видео, как только оно выйдет, я размещу ссылку и под этим видео. Извлекаю клапаны. Двигаемся дальше. Снимаю сальник
Он еще не пластиковый, но и не совсем мягкий. Видно, что он уже поработан. Не забываем про нижние тарелочки. Снимаю их магнитом. Продефектую клапаны по износу и биению. Они все, и впускные, и выпускные, по износу и по биению, находятся в пределах допуска. Но здесь меня настораживал еще один факт. Пробую магнитом клапана. Это вот родные клапаны. Беру впускной клапан, тарелка не магнитится, то есть жаропрочная сталь. Обычно на впуске такую не ставят. А ножка магнитится, то есть в данном случае сварной клапан. Такие клапаны, как правило, ставятся на выпуск. Возьму выпускные клапаны. Та же картина. На каждом клапане стоит клеймо IN и EX, то есть с пометкой впуск-выпуск. На подменной головке маркировки не видно. Хотя форма тарелки клапана у обоих клапанов одинаковая. Смотрим, что здесь. Впускной магнитится полностью. По большей части такие и ставят на впускные клапаны. Выпуск не магнитится полностью, но здесь какой-то остаточный магнетизм, скажем так. Едва-едва, но чуток магнитится. Такие клапаны у меня всегда вызывали подозрения. И насколько я мог понять, они не очень-то хорошо ходят. Вот такая вот ситуация по клапанам. Итак, что у нас выходит по объему работ и их стоимости по этой другой купленной головке? Опрессовка. Она, к слову, показала, что целостность этой головки не нарушена. Механическая чистка и мойка с применением спецхимсредств. В моечной машине работа с клапанами. Слава богу, они все целые. То есть их чистка, восстановление фаски тарелки. Заужение, то есть подрезка фасок сёдел клапанов и их притирка к сёдлам. Вывод клапана в зону срабатывания компенсатора. Фрезеровка поверхности. Окончательная сборка плюс стоимость новых сальников клапанов. Также, как я уже говорил, здесь нужно восстановить постели распредвалов. Одна постель по изношенным шейкам, другая из-за шатания в постели самого вала. Вал оказался не кривой, не гнутый, а постель изогнута. Даже слышно, как бьется вал в постели. Валы возьмем родные, от первой дырявой головки они идеальны. В подменной же головке, как я уже показывал, они изношенные. Итого по нашей общей работе суммарно вышло 22 300 рублей. Добавим к этому, что клиент потратил на приобретение головки и ее доставки, пересылки со всеми затратами до с валами 17 тысяч рублей. Итоговая стоимость головки с ремонтом и с покупкой вышла аж 39 300. А вот если бы он восстанавливал свою головку, вы помните, я называл эту сумму, она бы обошлась ему в 29 300. То есть на 10 тысяч она обошлась ему дороже, чем он бы выполнил ремонт своей головки. Конечно, клиент был в шоке, но я напомнил, что я его предупреждал. Вот вам и простой, казалось бы, пример. Стоит ли брать головку с разборки? Конечно, ее можно взять, поменять сальники, на все остальное забить и поехать. Но это кому как. И сколько она будет ехать — вопрос. Тогда да, безусловно, покупная головка будет даже дешевле. На те же 10 тысяч, то есть 19 300. Это с учетом покупки и с заменой сальника. А ведь если бы пришлось докупать еще и валы или втулки, клапаны, здесь валы взяли старые, а втулки, клапаны были в отличном состоянии, то в том бы случае итоговая сумма ремонта могла вырасти многократно. Это я к чему? Нужно все же прислушиваться иногда, порой, к мнению специалистов, а не твердить как мантру, что, мол, это меня пытаются развести на ремонт. Я всегда при этих словах поднимал руки и говорю: хозяин барин. И, как правило, я очень редко ошибаюсь. Хотя зачастую потом слышу, как мне говорят, что, мол, вы были не сильно настойчивы. И вот получается такая интересная вилка. Был настойчив — развожу на ремонт. Был не настойчив — вновь виноват, что не убедил и типа подставил клиента. Но деваться некуда. Команда была дана. Делаем головку. В начале всех работ очищаю головку, сперва механическим способом. А вот такое наглядное отличие очищенного
Цилиндра от еще нетронутого мы можем видеть в кадре. При внимательном осмотре поверхности ГБЦ после чистки замечаю забитые каналы рубашки охлаждения. Здесь отверстия есть, а здесь и следующее забито. Очищаю их сразу же, не откладывая в долгий ящик. Беру подходящую швайку и продираю отверстие. Удобно это делать и при помощи дрели со сверлом. Правда, сверло должно быть здесь длинное. Промою отверстие после чистки. Далее пойдут стандартные процессы обработки сёдел клапанов и фаски тарелок. Притирка клапанов, проверка работы при помощи вакуум-тестера. Как видим, все отлично. И в финале уже фрезеровка, мойка и сборка агрегата. Видим, насколько перекошена головка. Помыл ГБЦ и запчасти в мойке, приступил к сборке. Конечно, клапаны уже выведены в зону срабатывания компенсатора. Как я уже говорил, в следующих роликах я отдельно остановлюсь и покажу, как я это сделал именно на этой головке. Сейчас я этот процесс пропустил. Ставлю сальники. Расставляю по своим притертым местам клапаны. Накидываю нижние пружинные тарелочки. Расставляю пружины с верхними тарелочками. Вкладываю в тарелочки сухарики. И все тем же струбцинным рассухаривателем засухариваю головку. Собственно, по большому счету, это и все, что я хотел сказать в этом ролике. Основная мысль ролика была, как вы понимаете, не ремонт, а иная. И я уверен, что вы поняли суть. И прежде чем покупать головку с разборки, 100 раз взвесьте свое решение. Обязательно попросите продавца перед покупкой отвезти головку в опрессовку и отдать мастеру на общую дефектовку. И только тогда покупайте ее. На этом все. Я закругляюсь. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы, обязательно отвечу. И без аварийных вам поездок.